Послушайте меня и слушайте внимательно. Не игнорируйте это сообщение, вы наткнулись на эти слова не случайно. Это не мотивационная речь и не просто воодушевление, это божественное предупреждение, сверхъестественная передача из тронного зала небес в ваше измученное сердце. Прямо сейчас, пока вы это слышите, происходит нечто священное. Бог высвобождает мощное, неизбежное чудо в вашу жизнь. И это не будет похоже ни на что из того, что вы испытывали раньше. Речь идет не просто об одной отвеченной молитве. Речь идет не о том, чтобы просто пережить еще один месяц. Это вмешательство – божественное прерывание, и это придет за каждая отдельная область вашей жизни. Ваших финансов, вашего здоровья, вашего разума, вашего домашнего хозяйства. Даже тех частей себя, которые вы скрывали, Бог видит их, и Он движется. Ты плакал втайне. Ты много трудился и мало что видел. Ты молился и платил десятину, но жатва все еще кажется запоздалой. Но послушай меня. Небеса записали твою жертву, и задержка, которую вы считали отрицанием, на самом деле была божественной к выбор времени. Вы в одном ударе сердца от сверхъестественное изменение. Ты стоишь у двери, да что дверь? Та, которую ты считал закрытой навсегда. Но Бог никогда не забывал. И Он не передумал благословлять тебя. Вы должны остаться до конца этого сообщения, потому что я открою вам священный ключ, который многие упускают из виду, секрет, глубоко погребенный в Писании, который открывает доступ к изобилию не только в вашем кошельке, но и в вашей душе. Я покажу вам то, чему других никогда не учили. Вы поймете, почему ваши усилия казались проклятыми. Вы увидите закономерность, которая атаковала вашу родословную. И вы узнаете, почему этот момент, этот точный час не просто важно, это пророческий. Теперь ты в Доме Божьем. Речь идет не только о деньгах. Не сводите то, что делает Бог, к доллару. Речь идет о свободе, о том, как разорвать духовные цепи, которые сковывают вашу радость, уверенность и призвание. Существуют силы, которые питаются вашим истощением, крадут ваш сон, истощают ваши ресурсы. На их низвергают, и Бог собирается окружить вас божественной стеной огня. Мне нужно, чтобы вы почувствовали всю весомость того, что я говорю, не отворачивайся. Не позволяйте отвлечению украсть это слово, небеса наблюдают, как вы реагируете в этот момент. Это послание несет освобождение, духовное преобразование, которое произойдет в вашем сердце, если ты останешься до последнего слова. Есть последняя часть откровения, которая связывает все это воедино, и без нее все остальное останется неполным. А теперь послушайте это ясно. Ваши финансы, долгое время страдавшие от нехватки и задержек, вот-вот умножатся способами, которые логика не может объяснить, не из-за повышения. Не из-за займа, а из-за Бога, владыка золота и серебра, вмешивается в вашу ситуацию, Он не ведет переговоры с экономикой. И его не волнует кредитный рейтинг, он действует на основании своего завета, и ты, дорогое дитя, находишься в центре его воли. Речь не идет о выживании, речь идет о том, чтобы вступить в переполнение. Бог заинтересован не только в удовлетворении ваших нужд, Он стремится изменить ваш образ жизни. Он хочет, чтобы ваша жизнь отражала Его царство, изобильным, могущественным, бесстрашным и свободным от долгов. Вы не просто будете свободны, вы будете финансируемы не по банкам, а по благословениям. Не по случайности, а по завету. И прежде чем это сообщение закончится, я открою вам точный момент, где начинается сдвиг. Я направлю вас к молитве, которая несет в себе вес древних обещаний, авторитет пророческих заявлений и ключи к вашей следующей главе. Но ты должен остаться. Ты должен получить все. Потому что если вы выйдете раньше времени, вы пропустите ту часть, которая открывает доступ к наследству.
И это настоящий поворотный момент. Оставайся со мной. То, что произойдет дальше, подтвердит то, что твой дух уже подозревал. Тебя никогда не забывали. Тебя избирали. А теперь закройте глаза на мгновение. Представьте себе жизнь, в которой вы просыпаетесь без тяжести на груди, где мысль о счетах не заставляет вас волноваться. Жизнь, в которой вас не преследуют вчерашние ошибки или завтрашняя неопределенность. Жизнь, полная мира, не просто мимолетные мгновения спокойствия, а божественный мир, который невозможно поколебать. Это обещание Бога, это не плод человеческого воображения и не мечта отчаявшихся сердец. Это голос самого Бога, отражаясь из вечности, обращаясь к вашей боли прямо сейчас. Это видео, это послание, священный инструмент, канал, выбранный небесами, чтобы связаться с вами, где бы вы ни находились, чтобы напомнить вам: тебя не забыли. Тебя не бросили. И тебя никогда не бросали. Но давайте будем честны. Сейчас для некоторых из вас мир кажется фантазией. Вы подавлены, и это видно по вашим глазам. Вы устали стараться, устали притворяться, устали молиться молитвами, которые, кажется, упираются в потолок. Шум мира заглушает тихий голос Бога, не так ли? Будьте честны с собой. Как давно вы чувствовали себя по-настоящему свободными внутри? Не просто функционирующими, не просто улыбающимися снаружи, но бесплатно, глубоко в твоей душе. Я знаю, что ты несешь в себе больше, чем кто-либо видит. Я знаю, что твои ночи длиннее, чем думают твои друзья. И я знаю, что за этой улыбкой скрывается вопрос, который не оставит тебя в покое. Боже, ты меня еще видишь? Ответ «да». Да, он видит. Да, он слышит. И да, он движется. Но вы должны кое-что понять. Бедность – это не только финансовое положение, это духовное состояние, это образ мышления, твердыня, ложь, которая говорит вам: вот и все. Тебе суждено бороться. Тебе никогда не освободиться, но позвольте мне рассказать вам кое-что, что враг не хочет, чтобы вы знали. Бог никогда не создавал вас для нужды, Он создал тебя для избыток, для переполнения, для свободы. Если бедность – твоя тюрьма, то сегодня тот день, когда двери тюрьмы начнут раскрываться. Как долго вы стыдились своих финансов? Как долго вы оценивали свою ценность по банковскому счету, должности или способности обеспечить? Знаете ли вы, что твоя ценность никогда не определялась числами ног? Кровь Иисуса, который раз и навсегда заявил: тебя стоит спасти. Почему ты боишься снова поверить? Почему ты не решаешься принять чудо? Может быть, потому, что каждый раз, когда ты надеялся, жизнь учила тебя готовиться к разочарованию. Но вот святое препятствие. Бог переписывает вашу историю. Он не просит вас заслужить это чудо. Он просит восполучать это. Верить в то, что мир не только возможен, он обещан. Гармония в вашем доме, в ваших отношениях, в ваших мыслях – это не пустые мечты. Это ваше наследование как дитя Божье. Но не заблуждайтесь, если вы проигнорируете этот момент, вы пройдете мимо открыть дверь в сверхъестественное. Вы отворачиваетесь от того самого ответа, о котором молились. Поэтому я должен призвать вас: не прокручивайте, не нажимайте кнопку мыши. Оставайтесь. Небеса разворачивают что-то в реальном времени. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: почему я всегда чувствую себя отстающим? Почему другим удается добиться прорывов, а мне нет? Это не потому, что Бог любит их больше. Это потому, что есть циклы, духовные циклы, которые должны быть сломанны. И некоторые из этих циклов передавались из поколения в поколение. Родовые проклятия. Молчаливое согласие с нуждой. Травмы от прошлых предательств.
Но Бог говорит сейчас, Он призывает вас к единению, к восстановлению, к прощению. Потому что, послушайте, вы не сможете обрести мир небесный, продолжая испытывать муки вины и горечи к прощению врата. Мир – река. Изобилие – урожай. Вы думаете, что это просто очередное видео, но я говорю вам, это божественная встреча. Это Божье послание, рожденное из Его сердца, отправленное прямо к тебе. И Он шепчет: выходи из режима выживания. Ты создан для большего. Но чтобы сделать шаг к этому большему, нужно столкнуться с тем, что вас сдерживает. В какую ложь вы поверили, когда жизнь разбила вам сердце? Какую клятву вы дали в молчании: я больше никогда не буду доверять. Я никогда не буду ожидать чего-то большего. Пришло время отказаться от этих клятв. Пришло время открой свое сердце снова, потому что грядущее чудо – это не только для вашего кармана, дочка, это для вашей души. Поэтому я попрошу вас сделать что-то смелое. Поставьте лайк к этому видео прямо сейчас не из-за алгоритма, а как пророческий акт. Как знак того, что вы соглашаетесь с этим словом. Что ты есть готовый. Что вы заявляете: «Господи, я принимаю мир, прощение и прорыв, которые Ты дал мне». Ваше согласие имеет значение. Ваше участие имеет значение, вера без действия мертва, и это действие, простое нажатие кнопки, нечто большее, чем просто цифровое духовное соглашение с тем, что говорит Бог. Итак, я снова спрашиваю вас, вы устали от этого круга? Вы готовы к свободе? Можете ли вы представить свою жизнь без бремени страха и нужды? Можете ли вы хотя бы начать видеть себя идущим по этому пути, божественная гармония, непоколебимый мир и переполняющая радость? Потому что именно это предлагает Бог. И Он предлагает это прямо здесь и сейчас. Сам факт того, что вы все еще слушаете, доказательство того, что небеса действуют. Вы наблюдаете за этим не в одиночестве. Дух живого Бога присутствует. И это только начало. То, что произойдет дальше, изменит ваше понимание и высвободит то самое чудо, которого жаждет ваше сердце. Остаться со мной. Гора еще не сдвинулась с места, но уже начинает дрожать. Помните вдову из Сарепты. Она не была пророком. У нее не было ни влиятельного положения, ни сберегательного счета, ни обещанного наследства. Она была женщиной, попавшей в ловушку худшей нищеты, эмоциональное, физическое и духовное опустошение, у нее была лишь горсть муки и немного масла. И с этим она готовила то, что, по ее мнению, должно было быть ей последний прием пищи за себя и сына. Ее слова были полны отчаяния. «Я собираю несколько палочек, чтобы отнести их домой и приготовить еду для себя и своего сына, чтобы мы могли ее съесть и умереть. 3 царств, 17 часов 12 минут, но небеса уже издали божественный указ, точно так же, как Он выпускает его для вас сейчас». Ее момент божественного вмешательства наступил не тогда, когда у нее было много, а когда у нее было ничего не осталось. Так же, как и некоторые из вас. Вы сейчас именно там, на самом дне банки. Чувствуете, что исчерпали все свои силы, ресурсы, волю, и вам больше нечего предложить? Ваша вера висит на волоске? Надежда шепчет: может быть, это действительно конец. Вы смирились с жизнью, полной тихой боли, контролируемых страданий и эмоционального онемения. Потому что Бог послал Илию к вдове не подтверждать ее смерть, но доставить ей божественный переход. Бог послал пророческий голос во время голода. И это сообщение, твой момент или небеса вторгаются в вашу засуху с радикальная и преобразующая команда. Не бойтесь. Илья попросил у нее именно то, чем она, как ей казалось, не могла поделиться. И вот в чем загадка. Бог часто просит нас довериться Ему в том,
что, по нашему мнению, может нас сломать. Не потому, что ему нужно то, что у нас есть, а потому, что он хочет выпустить то, чего мы никогда не могли себе представить. А что, если бы вдова сказала «нет»? А что, если бы, охваченная страхом и утратой, она крепко держалась за то немногое, что у нее осталось? Что, если ты сделать это сегодня? Возлюбленные, круг страданий – это не просто то, что вы переживаете. Это то, чем Бог теперь является, приказывающий положить конец. Он разрывает цепи, которые преследовали тебя, будь то детская травма, наследственные модели поведения или ваши собственные молчаливые соглашения с болью. Бог не ведет переговоры с вашим прошлым. Запечатывая его, Он не предлагает улучшения, Он предлагает трансформация. Когда вдова послушалась, произошло нечто сверхъестественное. Мука никогда не кончалась. Масло никогда не иссякало. День за днем в засушливой стране ее дом становился святилищем сверхъестественного обеспечения. У нее не было должности. Не было резюме. Просто послушание. Только вера. И именно это Бог ищет в вас сейчас. Не совершенство, не производительность, а готовое сердце. Верите ли вы, что Он все еще может приумножить то, что вы считали завершенным? Верите ли вы, что Он все еще может использовать вашу пустоту как платформу для своей славы? Или вы убедили себя, что лучшее уже позади? Бог не обращается к вашему прошлому, чтобы определить ваше будущее. Он говорит радикальный указ: страданиям пришел конец. Голод закончился. Начинается новый путь. И я должен спросить вас, ибо Святой Дух побуждает меня, за что вы все еще цепляетесь из своего прошлого? Какие раны вы приукрасили и назвали нормальными? Каким неудачам вы позволили стать вашей постоянной идентичностью? Кто сказал тебе, что ты никогда не оправишься? Что ты слишком сломлен, чтобы что-то отстроить заново? Кто вам сказал, что мать-одиночка не может ходить в божественном богатстве? Кто вам сказал, что сломленный человек не может стать основой для строительства королевства? Кто вам сказал, что травма – это ваше наследство? Потому что Бог говорит иначе. Он не дает вам мелочь. Он инициирует радикальный сдвиг, преобразование столь святое и полное, что даже люди, знавшие вашу боль, будут сбиты с толку вашей радостью. Где была грусть, там будут танцы, где был дефицит, там будет избыток, где была тишина, там будет хвала. И это не придет от твоих усилий, это придет от Его бесконечное милосердие. Люди, которых вы никогда не встречали, начнут относиться к вам благосклонно. Двери, которые захлопнулись перед вашим носом, снова откроются. Ресурсы придут из тех мест, о которых вы даже не молились. Но это начинается с чего-то более глубокого, чем надежда. Это начинается с послушания, с «да», даже когда это причиняет боль. Эта вдова не могла знать, что ее последняя трапеза стала началом ее вечного свидетельства. Так же, как ты понятия не имеешь, насколько ты близко к моменту, который перепишет всю твою судьбу. Ты слишком многое пережил, чтобы застрять здесь. Вы пережили штормы, которые сокрушили бы других. Вы прошли сквозь тени настолько темные, что свет казался сказкой. Но Бог наблюдал каждая слеза, каждое поражение, каждую битву, которую ты вел молча. И теперь Он говорит над тобой: достаточно. Хватит боли. Хватит стыда. Хватит выживать. Настало время мира. Настало время прорыва. Сейчас настало время божественного изобилия. Он ведет вас по новому пути, который вы не могли себе представить, который вымощен не вашими заслугами, а Его милость. Это включает в себя радость, смех, новые дружеские отношения, восстановленную семью,
финансовую поддержку и, да, даже чудесное обеспечение. Вы считаете, что это слово относится к кому-то другому? Или вы можете наконец принять это? Ты ли, за кем он пришел? Потому что речь идет не об истории из древнего священного писания. Это твоя история. Это твой момент, и следующую главу Бог пишет своей собственной рукой. Поэтому я спрашиваю еще раз, что вы будете делать с этим моментом? Будете ли вы продолжать держаться за то, что видите, или отпустите это, чтобы Бог показал вам то, чего вы никогда не могли себе представить? Останетесь ли вы в плену воспоминаний о неудачах или осмелитесь поверить в обещание изобилия? Будете ли вы продолжать повторять циклы или вступите в завет, который их нарушит? Это послание, ваше приглашение сдаться не в знак поражения, а в божественном обмене. Ваша боль ради его исцеления. Ваш страх перед его благосклонностью. Ваша скудость по сравнению с его изобилием. Это не поэтический язык. Это духовный обмен. Это уже происходит прямо сейчас в вашем духе, когда вы слушаете. Вас не мотивирует. Вас взволнованный духом самого Бога. И если вы можете в это поверить, если вы действительно можете получать это, все может измениться. Немедленно. Не постепенно. Но радикально. Потому что Бог не предлагает объедки. Он предлагает восстановление. Он предлагает наследование. Он предлагает радость вместо печали. И если Он сделал это для голодающей вдовы во время голода, Он может сделать это для тебя. Не потому, что ты этого заслуживаешь. Не потому, что ты это заслужил. А потому, что Он твой Отец, и Он любит тебя такой сильной, такой вечной, такой всепоглощающей любовью, что Он отказывается позволить тебе оставаться там, где ты был. Твой Египет окончен. Твоя пустыня смыкается. Твоя обетованная земля впереди. Но к этому надо идти. И первый шаг – это вера. Второе – это освобождение. Третье – послушание. И результат – это именно то, чего вы ждали. Итак, вдохни. Отпусти. И слушай внимательно. Потому что в следующей части этого сообщения я открою именно то, что Бог требует от тебя, чтобы открыть шлюзы небес. Вы видели боль. Теперь приготовьтесь к силе. Теперь мы начинаем понимать, почему вам пришлось вытерпеть то, что вы сделали. Почему казалось, что жизнь рушится. Почему молитвы казались безответными, а двери захлопывались без причины. Истина такова: Бог никогда не отсутствовал. Он руководил преобразованием в тишине. То, что казалось заброшенностью, на самом деле было божественным промыслом. А то, что казалось концом, оказалось лишь скрытым началом. Бог делает невозможное. Он превращает обломки твоей жизни в нечто славное. Там, где были руины, будет восстановление. Там, где ты видел лишь утрату, Он готовит показания, которые заставят замолчать всех обвинителей. Это обещание дано нелегко. Это решение, выкованное в огне божественной власти. То, что ты пережила, предательство, травма, ночи безмольных слез, не было напрасным. Ваши страдания имеют библейскую цель, и сегодня он начинает разворачиваться прямо на ваших глазах. Начнем с вопроса, который проникает в душу. А что, если ваша самая большая боль стала основой вашего самого большого благословения? Что, если то, что почти сломало тебя, не имело целью уничтожить тебя, а рождение новой версии тебя сильнее, святее, зависимее от Бога, опаснее для царства тьмы? Видишь ли, враг думал, что ты будешь уничтожен. Он сыпал всяческой ложью, какой только мог. Шептал: ты недостоин. Забыт. Не справился. Он посылал людей,
чтобы использовать тебя, предать, унизить. И да, какое-то время это работало. Ты начал верить лжи. Ты начал отступать. Но Бог никогда не отказывался от того видения, которое у Него было для тебя. Он уже поддерживал вас способами, которых вы даже не осознавали, посылая ангелов в облике людей, божественные вмешательства, замаскированные под задержки, закрытые двери, которые на самом деле были Его защитой. И вот наступает момент принятия решения, момент божественное решение и прогресс. Что это означает для вас сейчас? Это значит, что пустыня, по которой вы скитались, подходит к концу, но только если вы решите его оставить. В этом и заключается моральная дилемма. Многие настолько привыкли к страданиям, что смирились с ними. Они стали эмоционально лояльны к боли. Они научились жить в дисфункции. Но Бог призывает вас к более высокому уровню, не только к выживанию, но и к процветать, войти в богатство, в услуга, в личность, в сверхъестественный мир. В вашей жизни воюют два царства: царство тьмы, которое порабощает страхом, стыдом и нуждой, и царство Божье, которое предлагает свобода, изобилие и непоколебимая радость. Выбор уже не внешний. Он внутренний, точка, на кого вы будете ориентироваться. Это предзнаменование. В тот момент, когда вы освобождаетесь от личности, которую вы создали из травмы, Бог откроет личность, которую Он написал до твоего рождения. Это значит, что вы должны спросить себя: готов ли я оставить позади того, кем я стал в режиме выживания, чтобы стать тем, кем я призван быть в духе? Позвольте мне прояснить это. Вы не сможете перенести старые установки в новый сезон, вы не сможете владеть землей обетованной, пока на устах у вас все еще египетский язык. Вы не сможете достичь божественного расширения, продолжая лелеять ложь ограничений. Бог не просто благословляет ваше будущее, Он требует похоронить твое прошлое. Вы должны отречься от мысли, что вы слишком опоздали, слишком сломлены, слишком грешны. Эта ложь коренится в аду и не имеет власти над вашей жизнью. То, что Бог готовит для тебя, настолько необыкновенно, настолько неожиданно, настолько свято, что твои враги замолчат. Не потому, что ты с ними сражался, а потому, что Бог сделает трапезу перед тобой в их присутствии, и у них не будет другого выбора, кроме как стать свидетелями твоего возвышения. Но вопрос остается: что должно измениться в вас, чтобы это проявилось? Во-первых, ваше соглашение. Вам нужно перестать подгонять свою речь под тьму. Такие слова, как «я всегда буду нищим», «я не заслуживаю большего», «такова жизнь» — это не безобидные фразы. Они духовные контракты. Отмените их. Говорите то, что говорит Бог. Провозглашайте Его Слово о своих недостатках. Называйте себя благословенными, избранными и высокоуважаемыми, даже если ваша реальность еще не изменилась. Вера говорит то, что видит в духе, пока не увидит это в физическом мире. Во-вторых, ваш дисциплина: вы не сможете войти в мир с беспечным духом. Следующий период потребует осознанной жизни. Если Бог благословит вас финансово, но вы не измените свое отношение к управлению, богатство исчезнет. Если Он даст вам мир, но вы продолжите питать свой разум хаосом, мир будет украден. Ты должен беречь то, что дает Бог, только именно это управление отличает мечтателей от получателей. Третье. Ваш среда. Кого вы подпустите к себе, определит, насколько далеко вы зайдете. Некоторые люди – духовные термиты, посланные, чтобы пожрать основания вашей веры. Некоторые завидуют помазанию, в которое вы еще даже не вступили. Бог призывает вас: будьте достаточно смелы, чтобы идти в одиночку, если это необходимо, пока Он не окружит тебя теми, кто разделяет тот же образ мышления завета. Давайте снова взглянем на контрасты: бедность против богатства, стыд против чести, замешательство против ясности. Это не случайные сравнения, они
поле битвы твоей судьбы. И Бог уже сказал, Он постановил расширение там, где прежде было ограничение. Он постановил почет там, где было унижение. Он постановил восстановление там, где было разрушение. Но Он ждет твоего ответа. Вот в чем суть. Не в вашем совершенстве, не в ваших результатах ваш ответ. Враг действует, убеждая вас, что произошедшее с вами делает вас негодными. Бог действует, заявляя, что произошедшее квалифицируется ты ради искупления, ради славы, ради цели. Но ты должен измениться. Ты должен решить, что не принесешь свою жертвенность к победе. Ты должен восстать духом и сказать «довольно». Меня больше не будет определять то, что я потерял. Меня будет определять то, что Бог восстанавливает. Вы можете это сказать даже сейчас, даже если разочарование все еще свежо, даже если оставшиеся без ответа вопросы все еще звучат. Вот такую веру ищет Бог. Веру, которая говорит: хотя Он и убьет меня, я все равно буду доверять Ему. Вера, которая рождает славу из пепла, радость из скорби, красоту из предательства. Бог совершает нечто большее, чем вы понимаете. Вы – сосуд божественного свидетельства, и этот период не наказание, а подготовка. Он не наказывает тебя, Он позиционирует вас. Так как же вы отреагируете? Вы отвечаете, изменяя свое сердце, раскаявшись в сомнениях и обновляя свой разум в Его Слове, осмелившись поверить, что ты все еще часть плана и еще не поздно, отказываясь поддаваться страху, проси Святого Духа раскрыть каждое твое тайное место, которое все еще согласуется со стыдом, страхом, нуждой и обидой. Ты создан для славы. Не для земных аплодисментов, но небесное одобрение. Не материализм, а царство изобилия. Не временное облегчение на вечное воздействие. То, что грядет, принесет пользу не только вам, но и всем, кто станет свидетелем вашего преображения, ты знамение и чудо. Живая притча. Пророческое исполнение Божьего Завета. И когда история будет завершена, когда ваш поворот станет публичным, когда невозможное станет вашей реальностью, никто не сможет сказать, что это было везением или совпадением. Станет ясно, этот Господа и есть дивно в очах наших. Поэтому я снова спрашиваю вас, что должно измениться в вашей жизни? Только одно – ваша готовность. Потому что Бог уже решил. Небеса уже пришли в движение. И твое имя уже есть на благословение. А теперь приготовьтесь, потому что дверь вот-вот откроется шире, чем вы могли себе представить. А теперь послушайте, время ожидания закончилось, небеса протрубили в трубу божественное ускорение, и все, что было отложено, похоронено или, казалось бы, забыто, теперь возвращается воскрешенный огнем и милостью. То, что, как вы думали, займет годы, даже десятилетия, произойдет через несколько дней. Бог не спрашивает разрешения. Он не считается с человеческими ограничениями. Он двигается со сверхъестественной быстротой, а ваша жизнь – это холст, на котором будет написано Его следующее чудо. Все, что развивалось во тьме, молитвы, которые ты шептал сквозь слезы, вера, которую ты хранил, пока другие насмехались, прощение, которое ты дал, когда это стоило тебе всего, это не было напрасным. На самом деле, эти моменты были священные семена, глубоко зарытые в почву небесного времени. И теперь корневая система достаточно сильна, чтобы выдержать вес урожая. Вы собираетесь увидеть своими глазами, во что твой дух верил в тайне. Бог открывает двери, которые никто не может закрыть. И слушайте внимательно, это необычные двери. Это помазанные порталы, подготовленные специально для возможности, казавшиеся невозможными,
внезапно появится словно из ниоткуда. Встречи будут происходить. Благосклонность сама вас найдет. Решения, принятые в комнатах, где вы никогда не были, начнут меняться в вашу пользу, потому что Бог помещает твое имя в место влияния задолго до того, как появятся ваши ноги. Тебя спрятали, но не забыли. Вас задержали, но не отказали. Сейчас все меняется. Боль, которую ты пережил в тени, будет самодоказательство вашей власти во свете. То самое место, где ты был ранен, станет тем местом, где ты. Будешь исцелять других. Яма, которая должна была тебя похоронить, станет твоим платформой. И те, кто видел твою борьбу, те, кто усомнился в твоем призвании, будут восхищаться вашим преображением, потому что то, что Бог собирается сделать в вашей жизни, невозможно объяснить интеллектом, это можно будет только понято через откровение. В вас пробуждается творчество, спящие идеи пробуждаются. Стратегии с небес загружаются, решения, которые бросают вызов логике, уже сейчас формируются в вашем духе. Бизнес-идеи, планы служения, ясность в отношениях – все это проистекает из одного источника – Святой Дух, который избрал обитать в вас обильно, вы больше не застряли. Вы больше не в замешательстве, вы выровнены, помазаны и ускоряетесь. Оставьте комментарий ниже с этим заявлением. Это мое назначенное время, и я принимаю его полностью. Пусть ваш голос будет услышан с верой. Пусть Духовное Царство станет свидетелем вашего согласия. Когда вы пишете его, вы закрепляете его. Когда вы произносите его, вы призываете его. Вы не просто наблюдаете за этим посланием, вы участник чуда. Бог наблюдает за вашим ответом. Небеса читают ваше согласие. Не молчите, когда наступает ваша очередь говорить в благословении. И когда Бог начинает двигаться, ваша проницательность обострится как никогда раньше, вы больше не будете сомневаться в своих действиях. Вы больше не попадетесь в ловушки манипуляций или духовного отвлечения, ваши глаза будут видеть ясно, а ваши уши будут слышать то, что упускают другие. Тебя будет вести не давление или страх, а тихий, сильный шепот твоего Отца, говорящего: «Вот путь, идите по нему». И да, вы выйдете в комнаты, о которых и не мечтали. Вы будете сидеть за столами, где ваше имя уже было произнесено с одобрением. И это будет не из-за вашего резюме или квалификации, а потому, что вы несете в себе нечто божественное, вы не просто участник своей судьбы, вы судно славы Божией. Он выставляет вас на показ не ради тщеславия, а ради победы, чтобы продемонстрировать его силу через ваше послушание, чтобы показать миру, что он все еще поднимает сломленное, что он все еще восстанавливает утраченное, что он все еще чтит сокрытое. Тупик, на который вы смотрели всего несколько месяцев назад, он вот-вот станет самым непредвиденный этап вашей истории. Место, где вы почти сдались, станет тем же местом, где вы будете танцевать от радости. И никто, даже вы, не сможет присвоить себе эту заслугу, ибо это будет от Господа и будет дивно. Чувствуете ли вы это? Ощущает ли ваш дух перемены? Это не эмоциональный ажиотаж. Это пророческая истина, вы уже не тот человек, который начал это послание. Что-то внутри вас пробудилось. Вера крепнет. Видение возвращается. Радость пробивается, как утренний свет. Это не случайно, это божественное подтверждение, что слово, произнесенное здесь, укореняется в вас. Ваше имя шепчут в знак благосклонности. Ваши ноги направляются в сторону судьбы. Ваши руки готовятся к сбору урожая. Это время, когда планы небес превосходят ваши собственные, чудеса опережают логику. Где ресурсы гонятся за послушанием. Где честь стирает унижение.
Ты больше не просишь милостыню. Ты больше не сомневаешься в своей ценности. Ты больше не пытаешься втиснуться в комнату, как ты растешь. Ты расширяешься. Ты идешь по наследству. Никаких задержек. Есть только подготовка, и она завершена. А теперь наступает благословение. Итак, подними голову. Выпрями спину. Вдохни присутствие Бога. Он здесь. Он с тобой. Он за тебя. Тот же Бог, который поддерживал вас в пустыне, теперь венчает тебя славою в земле обетованной. Тот же Бог, который собрал каждую слезу, теперь превращает их в реки живой воды, протекая через вашу жизнь, чтобы приносить исцеление и обновление другим. И это не временное решение. Это постоянная смена. Ты никогда не вернешься к старым циклам. Ты никогда не вернешься в тюрьму страха. Ты никогда больше не будешь жить ниже своего духовного авторитета. Потому что благословение было высвобождено. Время исполнилось. Слава проявляется. А теперь вы должны ответить. Оставьте комментарий ниже прямо сейчас. Я принимаю это божественное ускорение во имя Иисуса. Провозгласи это вслух. Утверди это духом. Пусть ваше согласие будет зримо и на небе, и на земле. Потому что свидетельство, которое приходит в вашу жизнь, должно быть записано. Ангелы наблюдают. Прорыв документируется. Это переломный момент, и ваше согласие – ключ к успеху. Ты был избран для этого. Ты был отмечен для этого. Ты был сохранен для этого. Это твое время. Это твой сезон. Это твое чудо. Так что примите его сейчас. Полностью. Без сомнений. Без промедления. И не держите это благословение при себе. Поделитесь этим посланием с тем, кто скрывался, с тем, чьи слезы остались незамеченными, с тем, чья вера висит на волоске. Станьте тем сосудом, который Бог использует, чтобы пробудить и их чудо. Ожидание окончено. Прорыв уже здесь. И следующая глава уже началась. Давайте теперь войдем в священное пространство, в молитву, не как нищие, а как сыновья и дочери Всевышнего. Это не ритуал, это божественное предопределение. Небеса слушают. Престол открыт. Время притворства прошло. Время выживания прошло. Это час восстановления, очищения и самоидентификации. Небесный Отец, мы приходим к Тебе с покорными сердцами, обнаженными перед Твоим милосердием и Твоим величием. Мы благодарим Тебя за каждый сокровенный момент подготовки, за те времена, когда мы думали, что Ты молчишь, но Ты укреплял наши корни. Подобно тому, как Ты подготовил вдову из Сарепты, пребывавшую в голоде, встречи со сверхъестественным, теперь мы понимаем, наши страдания были почвой, на которой родилось наше чудо, то, что мы думали, нас сломало, было здание нас. То, что казалось потерей, стало платформой для наследия. Вы не наказывали нас. Вы были, позиционируя нас. И теперь, о Боже, мы подчиняемся Твоему голосу, как Ты очистить наше видение, смойте ложь, в которую мы верили о себе. Мы раскаиваемся в каждом случае, когда сотрудничали с сомнениями, стыдом и человеческими ярлыками. Как Гедеон прятался в страхе, думая, что он самый ничтожный, но Ты назвал его могучим воином, так и теперь, Боже, произнеси нам новое имя, сбросьте идентичность, возникшую из-за травмы, отвержения, ограничений, навязанных поколениями. Давайте будем ходить во имя Ты дал нам прежде создания земли. Вы сказали в Исаия 62:2, Тебя назовут новым именем, которое дадут уста Господа. Пусть это слово покоится на нас сейчас. Новое имя. Новая личность. Больше не будет клеймая.
банкротства, горя, неудачи или греха. Но назовемся выкуплен, восстановлен, помазанный, назначен и благословенный. Господь, мы отказываемся от всех отношений, которые Ты не установил. Как говорит Твое Слово в Матфея 15:13, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Искорени всякий союз, что истощает нас. Искорени всякий голос, что противоречит Твоему замыслу. Искорени всякую душевную связь, что привязывает нас к прошлому, от которого Ты нас уже избавил. И на их место, Боже, посади связи судьбы, дружба, несущий огонь, наставники, говорящие правду, божественное партнерство, ускоряющие достижение нашей цели. Дайте нам смелости отпустить то, что нам знакомо, чтобы мы могли принять то, что вечное. Мы заявляем сегодня, Отец, что мы больше не будем жить как сосуды, просто получающие выживание, но как источники, переполненные мудростью, благодатью и откровением. Как сказал Иисус в Иоанна 7:38, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут потоки воды живой. Пусть живая вода течет из нас. Пусть наши уста несут истину. Пусть наши дома несут мир. Пусть наши руки несут исцеление. Пусть наши жизни отражают королевская власть. Святой Дух, наполни нас ясностью. Пусть каждое решение в этом следующем сезоне будет упорядоченным и божественным. Мы заявляем Псалом 32:8 над нашей жизнью. «Я наставлю тебя, и наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду наставлять тебя, и буду наставлять тебя, и буду взирать на тебя с любовью, то мы больше не будем смущаться». Мы не дрогнем. Мы не вернемся в Египет, когда зовет Ханаан. Наши шаги упорядочены. Наши уши открыты. Наше сердце готовы. Мы благодарим Тебя, Отче, что Вы превратили тупики в новые начинания, стыд в ликование, страх в веру. Мы помним награду, которую Ты обещал, когда мы отдали последнюю еду, как та вдова, и теперь видим, как начался перелив, только Ты почтил наше послушание ускорением, Вы подтвердили, что слезы подготовки не были напрасны. И теперь награда – не просто прорыв, но и самоидентификация, судьба и наследие. Наконец, мы посвящаем Тебе это преображение. Пусть это будет не временное пламя, на вечный огонь пусть этот момент станет необратимым. Пусть наши имена будут вписаны в родословную победителей. Пусть наша история станет факелом, освобождающим других. Во имя Иисуса Христа, восстановитель руин, Творец славы, Искупитель всего утраченного, мы запечатываем эту молитву. Боже, я молюсь сейчас за того, кто слушает, кто чувствует себя парализованным, кто застрял в нерешительности, боясь сделать шаг. Пусть Твой Дух воспрянет в них сейчас. Дай им мужество. Пусть ветер Твоей силы наполнит их легкие, их сердце, их разум. Дай им знать, что каждый акт послушания, каким бы малым он ни был, эта часть их становится, и, как говорит Твое Слово в Галатам 6:9, «Делая добро, не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. К Отец, мы заявляем, мы не сдадимся». Мы считаем, что приближается урожай, что-то придет быстро. Что-то займет время. Но придет. Ты не тот человек, чтобы лгать. То, что Ты говорил нам, сбудется. Мечты, которые мы считали мертвыми, снова оживут. Семена, посеянные нами в молитве, в слезах, в тишине, они не забыты. Они прорастают. И когда придет награда, Господь, мы воздадим Тебе всю славу, ибо Ты один подготовил почву. Ты один определил время дождя. Ты один призвал солнце к восходу. Отче, мы идем вперед. Не как самозванцы, не как подражатели, но как сыновья и дочери, как оригиналы,
как сосуды твоего духа. Позволь нам идти с дерзновением. Пусть наше «да» разнесется эхом по небесам. Пусть наше послушание произведет чудеса. Пусть наше доверие станет живым свидетельством для других, кто тайно наблюдает за нами, ожидая увидеть, реален ли ты. И когда они увидят, как меняется наша жизнь, пусть они увидят ты. Мы запечатлеваем эту молитву верой. Мы принимаем ее не как желаемое за действительное, а как божественное наставление. И завершаем ее словами, которые ты изрек через своего пророка в Исаии 55:11, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что я помыслил, и совершает то, для чего я послал его. И все те, которые уверовали и приняли, говорят «Аминь, аминь и аминь». Это время, назначенное на небесах. Не в следующем году. Не когда-нибудь, только сейчас, только вы стоите на пороге божественного переломного момента. Поворот столь священный и необратимый, что это определит всю твою оставшуюся жизнь. Все, что ты пережила, каждая слеза, каждое молчание, каждая ночь мучительной утраты, каждое предательство, которое ты не смогла объяснить, была подготовка к этому моменту, ни одна часть твоей боли не была напрасной. Ни один отрезок твоего пути не был упущен. Небеса все видели, все записали и сохранили твое имя в архивах судьбы именно для этого сезона. Бог не дает тебе ни минуты облегчения. Он дает тебе целую жизнь, учреждений благословения, которые начинают изливаться. Это не вспышки божественного внимания, а основа вечный завет. Земля под ногами сдвинулась. Воздух вокруг тебя пропитан величием. И атмосфера, в которую ты вступаешь, преобразилась благодаря голосу всемогущего. Ваша старая история подходит к концу. Личность, которую вы носили во время травмы, ярлыки, которые навешивали на вас другие, ограничения, которые ваше прошлое пыталось наложить на ваше будущее, их разбирают, вырывают с корнем и бросают в огонь, старая конструкция разрушена. Она выполнила свое предназначение. Она выдержала боль, которая породила выносливость. Но Бог не восстанавливает ее. Он строит нечто совершенно новое. «Се, творю все новое», Он сказал в Откровении 21:5. И Он делает это с вами, в вас и через вас. Вы не идете навстречу временным возможностям. Вы идете навстречу вечное наследство, ваши финансы больше не будут зависеть от систем. Ваша личность больше не будет определяться чужим замешательством. Ваш голос больше не будет разноситься эхом по пустым комнатам, потому что Он посылает божественное выравнивание, божественные связи и божественное обеспечение. Каждая вещь, которая когда-то работала против вас, теперь используйте как свидетельство непоколебимой верности Бога. Насмешки превратятся в благоговение. Борьба превратится в стратегию. А молчание превратится в сверхъестественный звук, ваш голос, несущий силу, власть и цель. Ты не маленький. Ты не опоздал. Ты не дисквалифицирован. Ты выбранный, отделен, посажен в божественную почву. И ты поднимаешься. А теперь я хочу, чтобы вы услышали это со всей серьезностью, которой оно заслуживает. Ваше будущее будет определяться не тем, что было, а тем, что сейчас предсказывается, и это слово, все это послание не было просто содержанием. Оно было пророческое подтверждение, что Бог привел вас сюда не для информации, Он привел вас сюда для активации. И если это слово пронзило ваш дух, и если вы почувствовали, что это несомненно божественное подтверждение, то не покидайте это пространство без подписки. Вам не суждено пройти этот путь в одиночку к этот канал «Пророческий источник». Каждое послание – это семя, а каждое семя несет в себе урожай. Вас привел сюда божественный промысел, а не случайность. Оставайтесь на связи с этой рекой, подпишитесь сейчас и не забудьте включить уведомления. Возможно, в следующем сообщении будет ключ,
который откроет новую дверь в вашей жизни. Он совершает нечто могущественное через этот канал, и вам не суждено быть просто свидетелями этого, вам суждено стать частью этого. Поэтому прямо сейчас я прошу вас сделать следующий пророческий шаг. Комментарий ниже со словами «Это мой божественный поворотный момент», сделайте свое соглашение публичным. Пусть ваше имя будет известно. Пусть и рай, и ад увидят, что вы идете вперед с верой. И если это слово нашло отклик в вашей душе, если душа ваша всколыхнулась, если внутри вас что-то раскрылось, если потекли слезы, которых вы не плакали уже много месяцев, тогда не уходите просто так. Подписаться приходите на этот канал не просто следить за происходящим, но и жить в единстве с тем, что Бог делает здесь. Потому что следующее видео будет основано на этом. И нас ждет еще больше откровений, больше стратегии, больше пророческих наставлений, больше славы. Это не конец. Это начало вашего наследия. Бог хочет открыть нам больше. Он хочет сказать больше. В следующем сеансе мы подробнее рассмотрим, как поддерживать чудо, которое ты получил, потому что благословение не просто нужно получать, но и управляемый с мудростью, и Бог не только высвобождает изобилие, но и учит нас, как управлять им. Так что оставайтесь на связи. Не отдаляйтесь от голоса, который нашел вас в пустыне. Бог посадил вас здесь, чтобы ваши корни укоренились, а ваши плоды сохранились. Следующее видео не является обязательным для вас. Оно назначено, в нем будет следующий ключ к вашей трансформации, и я хочу, чтобы вы были там. Ведь чудо еще не закончилось, оно только начинается. И помните это всегда, Бог не просто меняет вашу ситуацию. Он переписывает ваше наследие. Он творит все новое. Он восстанавливает то, что было утрачено. Он искупает то, что было сломано. Он приводит в порядок то, что было разбросано. И Он делает это с вами. Вы – живое доказательство того, что небеса все еще касаются земли. Так что до следующего раза будьте тверды. Говорите смело. Любите глубоко. И живите с ожиданием. Потому что вся остальная часть вашей жизни будет отражать славу Божью.